Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я детально разберу крайне неожиданную международную статистику о том, в каких именно странах Европейского Союза сегодня приезжие специалисты оказались по уровню образования выше самих европейцев. Также мы с вами досконально изучим, что прямо сейчас происходит с базовым социальным обеспечением в Германии, сколько конкретно денег выплачивают ведомства в текущем 2026 году, а также как и где правильно подать официальное заявление на эти начисления. Кроме того, я также подготовил подробный разбор важнейших июньских изменений для пенсионеров в Германии и обязательно расскажу о важной и уникальной рабочей схеме, позволяющей оформить ранний выход на пенсию за счет личных накоплений. Итак, давайте начнем с громкого европейского рекорда. На сегодняшний день сразу в 8 государствах Евросоюза мигранты официально обогнали местных жителей по уровню образования и количеству университетских дипломов. Масштабное аналитическое исследование, которое провели эксперты Берлинского института на основе свежих баз данных статистического ведомства Евростат, показало крайне необычные результаты о населении в возрасте от 25 до 64 лет. Итак, выяснилось, что за период с 2017 года образовательный профиль приезжих граждан в Европейском Союзе заметно изменился и вырос по уровню высшего образования. Если детально разложить эти показатели по конкретным группам, то динамика роста числа высококвалифицированных специалистов выглядит очень внушительно. Доля людей, имеющих за плечами оконченное высшее образование, за последние годы увеличилась по всем направлениям. Среди внутренних мигрантов этот показатель вырос с 29,4% в 2017 году до аж 36% к началу 2026 года. Среди специалистов, прибывших в Европу из стран за пределами Европейского Союза, доля обладателей университетских дипломов подскочила с 26 до 32,6%. При этом, друзья, у самих коренных европейцев данный показатель тоже увеличился с 30,3% до 37,7%. Ученые подчеркивают, что общий уровень образования в Европе сегодня растет, хотя различия между отдельными группами населения все еще сохраняются. Такой упомянутый европейский результат распределился по карте континента очень даже неравномерно. Например, аналитика показывает, что в 8 конкретных государствах Евросоюза – это Ирландия, Люксембург, Дания, Эстония, Латвия, Мальта, Португалия и Чехия обладатели университетских дипломов среди приезжих встречаются значительно чаще, чем среди коренного населения. В остальных странах Европы, включая Германию, доля дипломированных специалистов среди иностранцев пока остается более скромной, но сам разрыв везде отличается. Исследователи отмечают, что не существует сегодня единого, универсального образовательного различия между мигрантами и местными жителями. Итоговый результат зависит именно от географии, из каких стран люди уезжают, в каких государствах они обустраивают свою жизнь. И именно поэтому любые попытки выстраивать интеграционную политику только на основе, усредненных показателей по всему Евросоюзу могут давать искаженную картину. Каждое правительство формирует законы под специфику именно своего локального рынка труда. В этом плане одним из наиболее показательных примеров для Европы сегодня служит Ирландия. Да, среди коренных ирландцев и внутренних европейских мигрантов доля людей с высшим образованием там держится на уровне около 55%. А вот среди специалистов, прибывших в Ирландию из-за пределов Европейского Союза, этот показатель уже достиг 71%. Это выглядит, друзья, сильным результатом на фоне средних общеевропейских 32,6%. Такого результата Дублин добился не случайно, а благодаря целенаправленной государственной стратегии по привлечению квалифицированных специалистов, которая реализуется уже около 20 лет. Например, с 2007 года в Ирландии действует программа Green Card.
для высококвалифицированных профессионалов из стран за пределами Европейской экономической зоны с порогом годовой зарплаты от 60 тысяч евро. Независимые эксперты подчеркивают, итоговый профиль миграционного потока зависит не только от желания людей переехать, но и от того, какие именно правовые и экономические условия для легального переезда создает принимающее государство. В этом контексте значительную роль играет именно визовая политика, которая влияет на структуру привлекаемых специалистов от более широкого круга кандидатов до узкопрофильных кадров вроде инженеров, врачей и исследователей. Если же мы с вами детально разберем внутренние немецкие показатели, то Германия на общеевропейском фоне выглядит весьма специфически. Среди мигрантов, которые приехали и обустроили в стране из других государств Евросоюза, законченное высшее образование имеет 30,4%. Среди экспатов и специалистов, прибывших из стран за пределами Европейского Союза, обладатели университетских дипломов являются 31,9%. В то же время среди самого коренного населения Германии этот показатель зафиксирован на отметке в 36,7%. Таким образом, аналитический доклад также показал важное гендерное различие. Выяснилось, что во всех крупных социальных группах внутри Европы женщины сегодня чаще имеют высшее образование, чем мужчины. Однако при отдельном сравнении полов заметно существенное различие по уровню образования в разных группах населения. Например, наиболее выраженное различие фиксируют среди женщин, родившихся за пределами Евросоюза, по сравнению с коренными европейками. Этот разрыв особенно существенен в таких государствах, как Словения, Финляндия и Испания. Параллельно с этим Германия сегодня начинает постепенно терять прежнюю привлекательность для квалифицированных кадров из других европейских стран. К такому выводу пришло крупное демографическое исследование, которое официально представило в Берлине уполномоченное федерального правительства по вопросам миграции и интеграции. Согласно обнародованным расчетам, примерно каждый третий гражданин Европейского Союза, который уже давно живет и работает на немецких предприятиях, рассматривает возможность переезда в другую страну. В качестве основных причин люди называют высокие расходы на жизнь, налоговую нагрузку и сложности с долгосрочной интеграцией в немецкое общество. Но вы знаете, друзья, сегодня глобальные миграционные тренды и расходы на интеграцию заставляют более пристально взглянуть на внутреннюю систему социальной поддержки для самих жителей Германии. Те граждане, кто на протяжении многих лет полностью посвящал себя уходу за тяжелобольными членами семьи из-за хронических недугов, физически не мог трудиться на предприятиях или по иным уважительным причинам не перечислял, соответственно, регулярные взносы в пенсионные фонды. И на склоне лет часто сталкивается с ситуацией: нет официального трудового стажа, нет стандартной государственной пенсии. Однако, подобные жизненные обстоятельства вовсе не означают, что человек остается без поддержки. В таких ситуациях на помощь приходит специальное базовое обеспечение в старости, которое юридически является не какой-то разовой помощью, а полноценной, защищенной законом ежемесячной социальной выплатой. С юридической точки зрения это пособие по старости и при полной потере трудоспособности регулируется нормами 4 главы Социального кодекса Германии. Оно создано исключительно для поддержки лиц, чей текущий доход объективно не достигает минимального прожиточного уровня. То есть запросить данное государственное финансирование имеют право две категории граждан. Первое – это люди, достигшие официального пенсионного возраста, который сейчас, напомню, в Германии поэтапно повышается до 67 лет, а также лица до 18 лет, получившие статус постоянной и полной нетрудоспособности по медицинским показаниям. В качестве ориентира ведомство немецкого пенсионного страхования рекомендует простое правило. Если ваш совокупный ежемесячный доход сейчас ниже примерно 1101 евро, имеет смысл инициировать проверку документов на предмет назначения этой выплаты.
Огромным преимуществом этой программы является и то, что взрослые дети или родственники получателей таких выплат по закону не несут автоматических обязательств по содержанию. То есть обязанность материально поддерживать родственника возникает именно у членов семьи только в одном случае, если их личный подтвержденный годовой доход превышает 100 тысяч евро брутто. Эта государственная программа финансовой поддержки рассчитана и на то, чтобы покрывать основные повседневные жизненные расходы человека. То есть итоговое ежемесячное начисление формируется из 3 ключевых блоков. Это фиксированная стандартная сумма на личные нужды, которая для одинокого гражданина, напомню, составляет 563 евро, оплаты аренды жилья и коммунальных расходов на отопление по их фактической стоимости, а также покрытие расходов на полис медицинского страхования и кассу долгосрочного ухода. В определенных жизненных ситуациях, предусмотренных законом, например, при наличии официально подтвержденной тяжелой степени инвалидности, к базовым этим выплатам, которые я назвал, может добавляться компенсационная доплата в размере около 17% от стандартной ставки. Давайте же с вами разберем реальную скажем так, математику на конкретном и понятном примере, чтобы наглядно увидеть, как именно ведомство рассчитывает итоговую сумму. Представим человека, который проживает один, не имеет официального трудового дохода, не располагает значимым имуществом и не успел заработать себе классическую государственную пенсию. При этом его ежемесячные счета за съемную квартиру вместе с отоплением составляют, например, 450 евро. В таком случае социальные службы рассчитывают общую потребность. К тем 563 евро на питание и одежду добавляют эти 450 евро на оплату жилья, и что в сумме дает показатель в 1013 евро брутто. Если у данного гражданина нет абсолютно никаких альтернативных источников дохода, государство покрывает эту сумму и ежемесячно перечисляет ему на банковский счет именно 1013 евро в полном объеме. Однако, если у соискателя имеется, например, дополнительный собственный доход, небольшие выплаты по инвалидности или та же зарубежная пенсия, эти средства по закону, соответственно, вычитаются из общей расчетной формулы. В такой ситуации ведомство не выплачивает всю сумму целиком, а доплачивает человеку лишь ту разницу, чтобы его годовой баланс в любом случае достиг установленного государственным уровня прожиточного минимума. Главным ответственным органом за распределение этих средств является сегодня местное социальное ведомство, а не пенсионный фонд, как иногда полагают многие жители Германии. Эксперты организации ДРФАО поясняют, что базовое обеспечение юридически не имеет прямого отношения к вашим прошлым трудовым заслугам. Это такая форма социальной помощи, которая формируется из общих налоговых поступлений Германии и выплачивается через муниципальные органы социальной поддержки по месту вашей официальной регистрации. Чтобы запустить этот механизм и начать получать ежемесячные переводы, соискателю в обязательном порядке необходимо лично или хотя бы онлайн подать официальное письменное заявление. В этом бюрократическом процессе дата подачи бумаги имеет решающее значение. По немецким правилам сегодня начисление пособий начинается с первого дня того месяца, в котором чиновник официально зарегистрировал ваше заявление. Выплаты за прошлые периоды с задним числом, то есть не производятся, даже если у человека не было средств на аренду. Пожилые граждане, пенсионеры Германии, которые уже получают от фонда небольшую и недостаточную для выживания пенсию, часто обнаруживают готовый пустой бланк анкеты автоматически, прямо, скажем так, внутри своего ежегодного пенсионного уведомления. А вот тем жителям Германии, кто вообще не заработал себе на трудовые выплаты по старости, приходится проявлять личную инициативу и самостоятельно обращаться в социаламт за пакетом документов. Обычно базовое обеспечение для пенсионеров, напомню, или людей со статусом полной нетрудоспособности назначается сроком на 12 месяцев, то есть на 1 год. Как только этот годовой цикл завершается, вам приходится заново проходить всю ту же самую процедуру, собирать свежие выписки со счетов и подавать повторное заявление на продление.
Кроме того, получателям этой государственной помощи нужно учитывать правила пересечения границ. Если человек, покидая территорию Германии и непрерывно находится за границей более 4 недель, это право на получение социального пособия временно приостанавливается. То есть деньги возобновляются после вашего возвращения и уведомления об этом своего персонального инспектора. И это еще не все. Очень важно, что сегодня социальное пособие и государственная помощь тесно переплетаются с глобальными реформами в сфере пенсионного обеспечения, которые затронут бюджет огромного количества семей по всей Германии. Наступающий первый летний месяц станет по-настоящему переломным периодом для пожилых граждан из-за вступления в силу сразу нескольких важных нормативных изменений и сроков. Официально с 1 июля государственные выплаты по старости в Германии будут проиндексированы и вырастут примерно на 4,24% для 21 миллиона человек. Наряду с этим существенно изменится фискальное правило, то есть увеличатся необлагаемые лимиты для легального дополнительного заработка на заслуженном отдыхе и установятся новые возрастные пороги для выхода на пенсию для определенных групп работников. Вся эта масштабная реформа Мерца потребует от граждан повышенной внимательности. Ведомство рекомендует пенсионерам сегодня проверять входящую корреспонденцию и банковские выписки, чтобы понимать, какие именно чистые суммы будут начисляться на карту. В абсолютных числах стоимость одного заветного пенсионного балла, напомню, с июля поднимется с прежних 40,79 евро до новых 42,52 евро, плюс в том, что весь этот перерасчет по закону произойдет полностью в автоматическом режиме. То есть вам, обычным людям, не придется заполнять анкеты или обращаться в инстанции, государственные социальные кассы самостоятельно внесут изменения в свои базы данных. Главным документом, на который сейчас стоит обратить особое внимание, станет официальное бумажное уведомление от немецкого пенсионного страхования. Массовую почтовую рассылку этих конвертов ведомство начнет ориентировочно в середине июня. В этом индивидуальном письме чиновники детально вам распишут, сколько теперь составляет ваша выплата брутто до всех фискальных вычетов, какие именно удержания пойдут на обязательное медицинское страхование и социальный уход, а также укажут дату, когда увеличенные деньги поступят на ваш счет. Данное извещение важно для планирования личного бюджета, поскольку из-за скрытого роста тарифов страховых касс фактически чистая прибавка нетто на руки может выглядеть значительно скромнее первоначальных брутто-обещаний политиков. Кроме того, друзья, этот официальный бланк может понадобиться гражданам, имеющим сторонние доходы для последующей сдачи той же ежегодной декларации в налоговые органы. Важнейший логистический нюанс этой летней реформы заключается и в том, что долгожданную прибавку в евро жители Германии увидят на своих счетах не в один и тот же день. Нет, друзья. Чиновники разделили поток получателей на две самостоятельные категории, исходя из исторической даты оформления документов по старости. Граждане, которые официально вышли на заслуженный отдых до марта 2004 года, обнаружат увеличенные переводы на своих счетах досрочно, то есть уже в последних числах июня, так как по старым правилам начисления им часто переводятся авансом за следующий месяц вперед. В то же время миллионы пенсионеров, завершивших трудовую деятельность с апреля 2004 года и позже, увидят долгожданный плюс значительно тоже позже, только в конце июля. Именно поэтому эксперты рекомендуют внимательно изучать присланный вам официальный конверт. Там государственные службы прописывают не только размер начисленной брутоиндексации, но и фиксируют ориентировочную календарную дату проведения транзакции, что, конечно же, вам поможет избежать лишней паники и более грамотно планировать текущие коммунальные расходы. Параллельно с графиком выплат перестройки подверглось и налоговое законодательство Германии, правила которые в текущем 2026 году были скорректированы в пользу граждан, то есть нас с вами.
Базовый годовой необлагаемый минимум официально повышается государством до отметки в 12 348 евро. Это значит, что доход, укладывающийся в рамки этой фиксированной суммы за 12 месяцев, теперь полностью освобождается от налогообложения, позволяя людям сохранять больше чистых денег на руках. Однако, друзья, для новоиспеченных пенсионеров, которые только собираются подать документы и впервые выйдут на покой в текущем 2026 году, условия распределения доли становятся более сложными. Согласно утвержденному графику, поэтапной фискализации социальных фондов около 84% от их первоначально начисленной пенсии теперь будут автоматически признаны государством налогооблагаемым доходом. И только всего лишь 16% от размера вашей первой годовой выплаты закрепляется за вами в качестве лично необлагаемой льготной квоты, которая в дальнейшем, как правило, уже не пересчитывается. В то же время для всех тех жителей Германии, кто оформил заслуженный отдых в прошлые годы, их фиксированная персональная налоговая скидка уже закреплена в базах данных налоговых инспекций и тоже не подлежит изменениям, защищая их бюджеты от новых фискальных изменений. В силу всех этих комплексных законодательных сдвигов и автоматического роста выплат в евро для многих тысяч пожилых граждан Германии в текущем 2026 году впервые в жизни может возникнуть та официальная обязанность лично подавать ежегодную отчетность в налоговые органы. Да, и у тех, кто уже давно отчитывается перед государством, итоговая сумма фискальных сборов может существенно измениться в большую сторону. Но наряду с этим определенные послабления подготовлены для лиц, которые, несмотря на заслуженный отдых, продолжают свою активную трудовую деятельность. Для таких граждан планка предельного заработка на карманных подработках официально увеличивается до круглой отметки в 603 евро в месяц. Более того, для занятых на подработках граждан с 1 июля вводится особое правовое правило. Человек получает право один раз официально аннулировать свой прошлый отказ от уплаты пенсионных отчислений и добровольно начать перечислять взносы в общую кассу, чтобы потенциально увеличивать размер своей будущей гарантированной выплаты. Но здесь, друзья, скрывается важный и самый коварный бюрократический нюанс всей немецкой системы, о котором стоит помнить. Государственная пенсия по старости в Германии обычно не назначается автоматически. Даже если вы заработали тот идеальный стаж и достигли пенсионного возраста, ведомство не переведет вам ни одного цента, пока вы самостоятельно не соберете пакет документов и не подадите официальное письменное заявление на оформление выплат. И вот сейчас мы с вами подошли к самому важному вопросу, который сегодня заставляет задуматься миллионы граждан Германии. Как же самостоятельно и максимально надежно обеспечить себе ранний уход с рынка труда, минуя те все стандартные министерские рамки? Огромное число наемных сотрудников на немецких предприятиях с годами накапливают внушительный багаж из неиспользованных дней официального отпуска, например, сотен часов сверхурочных переработок или различных дополнительных бонусов, включая ежегодные рождественские премии. Вместо того, чтобы просто забирать эти накопления в виде текущих выплат, которые могут облагаться более высокими налогами, внимание, их можно легально использовать для того, чтобы устроить себе длительный оплачиваемый перерыв в карьере или существенно раньше уйти на заслуженный отдых. С этой целью в трудовом законодательстве Германии уже предусмотрен специальный накопительный счет. При соблюдении определенных юридических условий эти накопленные средства по заявлению работника могут быть официально переданы напрямую в государственную систему пенсионного страхования для именно досрочного закрытия стажа. По своей экономической сути, это такой накопительный счет представляет собой финансовый механизм, который позволяет человеку задолго до выхода на пенсию постепенно откладывать деньги или отработанные часы для будущих пауз в трудовой деятельности.
Действующий сотрудник имеет право регулярно направлять туда сверхурочные смены, неиспользованные отпускные дни, 13-е, кстати, зарплаты или фиксировать часть своего ежемесячного оклада. И главный и важный плюс этой схемы заключается в том, что пока данные средства находятся на том накопительном счете, они, как правило, освобождены от уплаты подоходного налога и социальных взносов. Фискальная нагрузка возникает позже, только в тот момент, когда человек официально прекращает свою трудовую деятельность и начинает постепенно использовать эти накопленные ресурсы для финансирования своего досрочного отдыха. Этот гибкий, скажем так, финансовый инструмент можно очень эффективно использовать в самых разных жизненных обстоятельствах. То есть накопленные ресурсы позволяют человеку устроить себе тот полноценный длительный отпуск, пройти долгосрочные курсы переобучения и спокойно ухаживать за тяжелобольными родственниками, проводить больше времени с детьми или завершить карьеру значительно раньше стандартного срока. При этом, что важно в Германии, сотрудник продолжает оставаться под надежной социальной защитой. Да, в полном объеме сохраняется и продолжает действовать полис медицинского страхования, пенсионные отчисления, страховка по уходу и взносы по безработице, даже если человек временно не работает. Именно поэтому данная система считается очень удобной и выгодной для многих работающих граждан. Раньше при переходе на новое место работы могли возникать те серьезные сложности с уже накопленными часами и бонусами на счете. Сегодня же эту финансовую подушку безопасности, как правило, можно безболезненно перевести к следующему работодателю, но только при условии, что руководство новой компании официально согласится принять на себя обязательства по ведению этого счета. Если же наниматель не готов к таким бюрократическим процедурам или человек временно остался без постоянной работы, все сбережения могут быть переданы именно под управление государственного ведомства немецкого пенсионного страхования. Фонд бережно хранит эти ресурсы в своей базе данных и продолжает ими профессионально управлять. Для успешной передачи этих ваших накопленных средств государству должны выполняться несколько ключевых условий. Во-первых, трудовые отношения с прежней фирмой должны быть официально завершены или расторгнуты по закону. Во-вторых, совокупная сумма ваших сбережений должна быть не ниже установленного государством минимального порога. В текущем 2026 году, напомню, этот порог составляет ровно 23 730 евро. Финансовые аналитики сегодня отмечают, что любое стандартное выходное пособие, выплачиваемое фирмой при увольнении, в этот расчет не входит и никак не помогает дотянуть до нужного лимита. Прямая передача накопительного капитала государству открывает перед работником, вами, то есть серьезные финансовые особенности. Если вы поддадитесь соблазну и закроете этот счет и решите забрать все эти накопленные евро разом, при увольнении вам может потребоваться сразу же уплатить подоходный налог по прогрессивной шкале, а также перечислить сопутствующие социальные взносы. В итоге, из-за фискальной нагрузки чистая ваша сумма, которая реально дойдет до рук, может оказаться заметно меньше ожидаемой. Если же прагматично перевести эти накопления напрямую под управление Государственного пенсионного фонда, все ваши брутто деньги сохранятся там в полном объеме до момента их использования. То есть все налоги и страховые отчисления государственная служба начинает учитывать значительно позже, когда вам одобрят заявление и начнут регулярные ежемесячные выплаты. Вторым важным преимуществом такой, скажем, консервации капитала выступает сохранение всех видов государственного социального страхования. Даже во время длительного прерывания в карьере, когда вы временно не работаете, за счет этих внутренних механизмов продолжают учитываться взносы в пенсионную систему, кассу обязательного медицинского обслуживания и фонд долгосрочного ухода. Это позволяет человеку не просто, скажем так, легально отдыхать, но и параллельно постепенно увеличивать количество своих страховых баллов, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на итоговом размере будущей выплаты по старости. Кроме того, данные накопления в Германии считаются и защищенными по высокому уровню надежности. То есть государственный пенсионный фонд, как правило, не направляет
веренные ему вами капиталы граждан, высокорисковые биржевые активы, криптовалюту или сомнительные фонды в погоне за быстрой спекулятивной прибылью. Основная ключевая цель ведомства в этом случае – это обеспечить максимальную стабильность и сохранность каждой отложенной суммы от рыночных колебаний и банкротств частных компаний. Когда же человек принимает решение воспользоваться этой накопленной подушкой безопасности для досрочного ухода на покой, ему необходимо лишь за несколько месяцев подать официальное заявление. После этого утвержденные средства начинают регулярно перечисляться на его банковскую карту каждый месяц в виде фиксированных выплат, то есть по сути как привычная, стабильная и регулярная финансовая поддержка. При этом важно учитывать, что самостоятельно определить и назначить себе произвольную сумму ежемесячного перевода из накопленных резервов по закону нельзя. Государство достаточно строго контролирует, чтобы эти выплаты в целом соответствовали вашему привычному уровню дохода на последнем месте работы. По правилам пенсионного ведомства размер регулярного ежемесячного транша на жизнь, как правило, ориентируется в пределах от 70 до 130% от вашего среднего заработка за последние годы активной карьеры. Такой коридор создан специально для того, чтобы застрахованный гражданин не мог слишком быстро израсходовать весь свой капитал и одновременно не испытывал резкого дефицита средств во время заслуженного отдыха. Финальный этап в жизни этого накопительного счета наступает в двух конкретных юридических ситуациях. Когда человек достигает общеустановленного государством возраста и переходит на обычную классическую пенсию по старости, либо в случае смерти владельца. Этот аккаунт закрывается автоматически, а вот все оставшиеся на балансе накопленные деньги, как правило, выплачиваются одной суммой либо самому застрахованному лицу в качестве финального расчета, либо уже его законным наследникам по завещанию. И именно в этот момент, согласно фискальному кодексу Германии, государственная служба окончательно и в установленном порядке удерживает со всей оставшейся суммы все ранее начисленные подоходные налоги и обязательные социальные взносы. На этом наш подробный аналитический выпуск на сегодня, друзья, полностью завершен, а завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых важных новостей. Если вам понравился сегодняшний разбор, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и большое спасибо за просмотр видео до самого конца.